научиться и это монетизировать. Да? И в данном случае мы обучаемся Data Science профессиям для того, чтобы зарабатывать. И чтобы зарабатывать, необходимо найти работу, да? Все просто. Вот. И по трудоустройству, что я могу сказать? То, что мы, так как являемся официальными партнерами парка высоких технологий, Карпол и также AI Community. Вот. Карпол само по себе это ассоциация, Крымская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг. Это говорит о том, что в этой ассоциации уже состоят все крутые IT-компании нашей страны и не только. Там есть еще ребята с разных стран. То есть у нас благодаря этой ассоциации, благодаря парку высоких технологий и также благодаря AI Community у нас есть связи абсолютно разных компаниях в сфере AI, в IT-компаниях в этой отрасли. И мы со своей стороны, AI Academy, мы как раз таки решаем проблему этих компаний тоже, потому что эти компании, как правило, ищут опытных, крутых специалистов. Недавно был пример, моя знакомая, дата-сайентистка, она, не буду говорить, в какой компании работает, вот, она сама говорила, что является лидером в этой компании, и в отделе находится всего лишь 2 специалиста. Им не хватает, они ищут еще одного специалиста, но подаются там обычные разработчики, которые знают только язык программирования, и не могут просто найти специалиста, который разбирается именно в обработке данных. Да? Вот. Это говорит о том, что уже здесь, не говоря уже там про Кремниевую долину, там, Европу и так далее, востребованность этой профессии существует уже здесь и сейчас, на нашем рынке. И как раз таки благодаря этому, если студенты, которые обучатся на наших курсах, выпустятся успешно, они без проблем будут работать в этих IT-компаниях. Вот. И мы будем способствовать всячески, мы лучших талантов будем рекомендовать уже более на высокие позиции, более крутые и интересные проекты. Вот. И постараемся трудоустроить прям каждого выпускника. Да, получается, мы гарантируем трудоустройство для лучших с каждого курса. То есть не только определенно Data Science Promat, да, где супер крутые чуваки собрались, да, таланты, но и с остальных курсов тоже мы будем гарантированно трудоустраивать лучших. Что такое лучший? Вообще понятие лучший студент это такое растяжимое понятие, да? В некоторых местах лучший студент это чувак, который сам нашел работу, да? В некоторых местах лучший студент это человек, который просто приходил, может быть, и так далее. Но в нашем случае лучший студент это человек, который достиг результата, а именно освоил все те знания, которые мы со своей стороны дали, и также сделали обязательно свой проект. Это прям самый главный критерий. Человек, который сделал свой проект, он сможет дальше адаптироваться в какую-либо компанию, потому что он будет на практике понимать, да, как примерно вообще идет работа. Хотя бы на этом уровне. А в лучшем случае надо, чтобы человек уже полностью знал, когда он зашел в компанию, он знал, так, мне нужны вот эти данные, да, я сейчас с ними вот это сделаю и решу вашу проблему. Мы в идеале хотим воспитать именно таких крутых специалистов, которые, войдя в какую-либо компанию, смогут без проблем там адаптироваться и принести огромную пользу. И мы сделаем таких крутых специалистов. Окей. Бонус. Как бонус мы добавим курсы английского языка. Почему? Потому что есть слоган парки высоких технологий, ассоциации Карпол, ВЭ нашей академии, ВЭ академии. Один и тот же слоган. Это «Живя в Кыргызстане, работая со всем миром». Это значит, что необходимо будет знать языки мира. Да? А язык мира сейчас на данный момент это английский. И, соответственно, если у вас какие-либо траблы, да, проблемы с английским языком, это не проблема. У нас будут также отдельные курсы для английского, ну, точнее по английскому языку, куда вы можете добавиться без проблем и изучать английский язык. Отлично. И самый главный вопрос, как вообще поступить на наши курсы, как начать это делать? У нас будет вступительный этап. Вступительный этап у нас будет на все наши образовательные продукты, на все 4 курса. Там будут 3 этапа. Первый этап. Мы проводим общий тест на знания, да, и зависит от вашей выбранной программы. Data Science, например, да, или Data Analytica, или Data Science Pro, или Data Science Pro Max. Зависит от этого содержания этого теста, что вы будете сдавать. Далее второй этап – это творческое задание. Также на эти все направления разные задания будут. Вы должны будете их выполнить. И после этого будет интервью, где мы вам
все знают, да, что такое soft skills? Или кто-то не знает? Ну, давайте я вам вкратце расскажу. Навыки, у каждого человека есть навыки. Есть soft skills, есть hard skills. Hard skills это твердые навыки, это знания, да? Определенные знания, например, математики, программирование и так далее. А soft skills, гибкие навыки, это навыки как раз таки коммуникации, ответственность, умение коммуницировать, находить общий язык, не конфликтовать и прочие навыки, это все soft skills. И все это как раз таки проявляется. Почему? Опять же, да? Потому что мы создали настолько крутой качественный продукт. И мы хотим, чтобы по итогу наши выпускники были примером для всех, то, что действительно у нас только обучаются самые крутые, самые успешные, самые талантливые, самые заряженные ребята. Да? Вот. И для этого необходимо проводить нам вступительный тест. Это точнее. Окей? И давайте перейдем к самому интересному, непосредственно к стоимости. Да? Сколько вся эта прелесть будет стоить? Представляю вашему вниманию стоимость наших курсов Data Аналитика, Data Science Pro и Data Science Pro Master. То есть Data Аналитика курс будет стоить 25 тысяч сомов в месяц, 4 месяца. Это, в общем, доллар уходит на 1190. Такая цифра прикольная, да, все отнёрки. Далее идет Data Science, там 30 тысяч сомов в месяц, 7 месяцев будет обучение, 2033, и Data Science Pro 35 тысяч сомов в месяц и 40 тысяч сомов, самый продукт наш Pro, да, он будет стоить 2664 долларов. Но я понимаю то, что данные цифры, они не совсем такие, как вам сказать. Это цифры немножко выглядят страшно, да, немножко дорого, как будто бы, да, и мы все это прекрасно понимаем. И мы придумали такую фишку. Что мы сделали? Мы сделали скидку на все курсы. Я понимаю, ребята, все такие, понятное дело, скидки, да? Но действительно, у нас изначально не приходилось сделать какие-либо скидки, но в итоге мы пришли к этому решению, потому что необходимо, чтобы человек начал что-либо делать, сделать скидку с условием. Сейчас чуть позже расскажу, какое это условие. Если пересчитать все это дело по 10% скидки, стоимость будет такая, то есть от 22 тысяч до 36. И условия этой скидки очень простые. Ребята, получается, те ребята, которые оставят заявку прямо сегодня, да, до 12 вечера, неважно, вы можете прийти к нашим менеджерам по продажам сказать, либо вы можете написать нам в Инстаграме, либо написать на сайте и так далее. Все это необходимо сделать за сегодняшний день. Если вы оставите заявку, за вами будет закреплена эта скидка. Вот, и далее мы уже расскажем про условия поступления, то есть какие тесты нужно сдать, какое получается задание сделать, и, соответственно, уже дальше будет интервью. Понятно, да? Но не пугайтесь, эти вещи, такие как тест вступительный, это будет не супер сложно. Это будет, в принципе, на уровне знания студента определенного, да, который изучал, например, линейную алгебру и так далее. Если вы где-то что-то меньше набрали, но где-то что-то больше набрали, то без проблем вы можете пройти. Да? И что еще я хотел сказать? Еще скидка. Еще скидки, да, будут? Как вы думаете, будет, не будет? Поднимите руки те, кто считает, что будет скидки. Да, остальные, походу, не верят, что еще скидки. Окей, но скидки еще будут. Какие скидки мы придумали? Смотрите, я говорил то, что у нас будет вступительный тест. Вступительный тест, и по итогу, когда вы сдадите вступительные этапы, да, пройдете, у вас будет начисляться у каждого баллы. Если у вас будет просто выше порогового балла, а это примерно 50, то вы проходите на наш курс. Но если вы набираете баллы больше, да, например, 60, 70 баллов, 80, кто-то может 100 набрать, в таком случае для вас будут еще скидки. И градация скидок будет в зависимости от результатов вашего теста. Если вы наберете большой балл, то у вас еще плюс сверху будет скидка. Скидки будут в размере там, от 10% до 50%. То есть есть у вас реальный шанс получить огромные скидки и прийти к нам по более низкой цене. Окей. И, в принципе, еще один момент. Давайте похлопаем. Да?
и для них предоставим как раз таки обучение на грантовой основе именно на самом топовом, на самом крутом курсе. И более подробную информацию вы можете уже получить, написав нам опять же в Инстаграм, либо подойти и спросить наших менеджеров по продажам. Супер, давайте попробуем. И на грантовое обучение мы наберем от 10 до 20 для начала. То есть первый этап наберем от 10 до 20 человек в одну группу, обучим их, и далее будем также проводить подобное обучение на грантовой основе. Супер. И в принципе на этом у меня все по поводу курсов. Теперь далее перед нами сейчас выступит Дэвид Вайс. Дэвид Вайс, у вас готова презентация? Все? Готово? Окей. We're going to see if we can switch out the computer. How's everyone doing? Pretty good? Thanks for coming here. Let's see. All right. Let's see if I can actually control this from my phone. Working at a big U.S. tech company, specifically Meta. Let's see if we can get things loaded. But, yeah, I guess I can just start with like a little bit. Yeah, I think so. Yeah, I'm from America. I've been living in Silicon Valley for the past 8 years. Let's see if this is working. Yeah, maybe you can just do that right now. Cool. You want to try the clicker? I can give it a shot. Oh, it does work. Clicker does work. Give the clicker a shot. Make sure it's. I think it's over in you. That's okay. You can do it for me. Cool. All right, thanks for bearing with that. Yes, I've been living in Silicon Valley, California for the past 8 years. And I grew up in California, spent a little bit of time kind of around different parts of the U.S. Ended up in Silicon Valley after graduating university. I studied math and computer science in university. I considered maybe doing some research or things after university, but decided I would try working as a software engineer, and I ended up enjoying that. So yeah, I worked at Facebook for 6 years. Then I left in the middle of 2021 for kind of a combination of reasons. I'm happy to share more about that story if anyone's interested afterwards, but it's kind of a long personal story. But anyway, I've been doing some various things over the past couple of years, and 6 months ago I moved to Bishkek and have been teaching some IT courses here, and I'll talk a little bit about that at the end. Cool. So, is that good? I think we're before this, but I think that, yep. Oh, this is better. Okay. Let's see if this works. Is the connection good? Alright, cool, this is working, awesome. So yeah, this is just some of what I was mentioning. Here this is obviously a photo of Instagram. My last 3 years at Facebook, I was part of a team at Instagram that was trying to fight some of the spam and bad content that people will post on Instagram. Are we good? Alright. See
say, so each engineer is usually, maybe for a period of 6 months, you would have several big, I don't know, just maybe 1 to 3 large projects that you're working on. And you're trying to finish those in maybe a 6-month period. And then you usually have some small tasks that come up day to day. And it's common, maybe you have 1 or 2 meetings a day. The higher level you get, the more meetings you end up doing, the less code you end up writing. And yeah, I think one thing that was very good too, every engineer has a weekly one-on-one meeting with their manager for 30 minutes to chat about like, okay, what did you work on? How is that going? And your manager was there to kind of support you, make sure that if you were stuck on anything, that you could move forward and get your work unlocked and to coach you in your career. And yeah, often at the end of the week on Friday, people would leave a little bit early. Sometimes there would be some special food or team events or hangouts or things like that. I have a few photos here. So Facebook did have free food provided. There was cafeterias with breakfast, lunch, and dinner. One of the secret of a lot of the US tech companies is they want you to work as long as you can. So they try to keep you in the office. So they're like, oh, we have food, we have a gym, we have like all these nice benefits and things, snacks and free drinks in the kitchen. And then you don't even realize it, you start like working later. So that was one of their secret strategies. So yeah, that was some of the food and the drinks. This was an event, so yeah, I worked at Instagram. So when Instagram turned 8 years old, they had a cake there. So yeah, some Facebook cupcakes. They had these bicycles that you could use. So right around the time I started joining Facebook, they were building multiple large buildings, and it would take a long time to walk from one end of their Facebook campus to the other end. So they have these shuttle buses and these blue bicycles that you could use to just get around more conveniently. They actually had a vending machine that was free for employees, where it's like, oh, if you need something for your job, like your keyboard broke, or you just decide you really want the pair of headphones that's in there or something, you can just scan your badge and it would just come out. So that was kind of cool. And yeah, they have a gym. Yeah, just a few more photos of the campus. So this photo on the left is kind of Facebook's kind of original large campus. It used to be owned by Sun Microsystems, who is known for creating Java. But then after they went out of business, Facebook bought the campus and transformed it. This picture on the right, so that those colorful buildings in the distance is actually what that one is on the left. This is the roof of Facebook's second big building. They actually had a giant park on top of the roof. And sometimes when I had the one-on-one meetings with my manager, we would just like walk around kind of through the park. So it was a nice area. And then the photo in the middle is the Instagram headquarters where I worked my last 3 years. So yeah, what are some trade-offs of working at a big tech company? So especially after hearing about some of these benefits and just some of the crazy things they do, you might think, oh, everyone should work for like a big US tech company. And there's definitely some advantages and some nice things about working there. But I think one thing you'll realize too is that once you work kind of anywhere for some amount of time, you kind of get used to everything, right? And then you start thinking more about, okay, what is the purpose of what I'm doing, or where do I see my career or my life in like 5 or 10 years or something, right? So it's good to actually think about, is this something that you feel is meaningful and important to you, and not just to do it because you feel like everyone else is doing it. So there are some advantages and disadvantages to working at a big US tech company. So I would say some of the advantages are they can be a great place to learn a lot as a new engineer. So interestingly, when I started as an engineer at Facebook, I had done some research before, but I had never done like an internship or worked at a software company before. So I feel like it was helpful to me to just learn a lot from them. I think a lot of the big tech companies are very good at, they get just maybe hundreds or thousands of interns every summer, right? And they have, maybe hundreds or thousands of new engineers come every year. So they're very good at how do we train these people and how do we educate them. And there's a lot of systems, and you're kind of learning from some of the best people and what they've already done. I would say also the company culture is usually fairly stable. So if you work at a really small company with 5 or 10 people, sometimes if 1 or 2 new people join and maybe they're very strict or they're very mean or
expecting. And I would say there is usually, and especially at Facebook, there were very clear expectations around what you were supposed to do on your job, what it meant to be like a junior engineer or a senior engineer, and it was very clear of like what you need to do to get to the next level to get promoted. Some disadvantages. So you probably won't get to work on any major engineering decisions. You might be able to work on some major engineering decisions on your team, but not, all the big things at Facebook, you probably have to be like some genius engineer who's worked for 10 years if you're going to actually kind of, create some new system that they're using. So you can learn from it, and it can be really amazing to learn from some of the things they do, but you probably won't be the one who's making that decision. You may not be able to choose your team. So I think one thing that I feel that a lot of new university grads didn't think a lot about when joining a new company was the kind of maybe who their manager would be, who their coworkers would be, what type of mission their product had. So Facebook actually let people choose what team they wanted to work on, which I was very thankful for. But I feel like I ended up getting a very good manager and coworkers, but I didn't really look for it, and some of the people I knew ended up with a manager who wasn't very nice, and then their day-to-day life was actually really hard. So it matters a lot who you're working with, and at a bigger company, you might have less control over that. And sometimes at a big company, too, you'll get a little bit more of a corporate feel, where it's like, oh, they have lots of rules kind of in place, and formulas, and you have to be careful about what you say, and there might be very specific procedures, even in engineering, of like, every time you do it a certain way, you have to go through these tests. And maybe on your team it doesn't really matter, but they just have a company rule, so you have to do it. So the rules, it makes sense. You understand why you have rules when you're trying to manage a really big company, but sometimes there's less flexibility, and sometimes you feel like you can't move as quickly as you would like. So in my opinion, from my time working at Facebook, what do I think were some things that Facebook was good at? I would say Facebook had really excellent code review tools and a code review process. Even talking with some of my friends who worked at Google or some other companies, I think Facebook's code review system was very good at breaking things into small changes. You can revise those changes easily. I think the tool was just very good, and there was a clear expectation that like every change you made, you had to write a description of exactly what is this piece of code doing, and you would have to have a test plan. Like, why are you sure this is safe? And for every single commit, you had to have that. You had to say, what is this commit doing, and what is the test plan? And I think that was very helpful for two reasons. I think that was helpful for making sure that things didn't keep breaking at Facebook, and it was also helpful for educating newer engineers, because you can learn a lot when someone reviews your code and tells you some tips. Facebook also had a very strong core, both their infrastructure, like for example, the way that Facebook's web servers work, the way that their database system worked, as well as the developer tools. So it's like when I want to make a new type of object in a database, or if I want to make a new web page on Facebook, they have some very good tools that made it very easy for just a new product engineer to just write some code and move very quickly. So one example is continuous integration, continuous deployment. So Facebook had this kind of amazing system where they have like tens of thousands of engineers. When your code is approved, you just click a button, and then within maybe 9 hours or something like that, they've already kind of they've run a bunch of tests on it. The tests pass, then they roll it out to maybe 1% of the production traffic, see if there were any major issues. If not, then maybe like 10%, and then it would go to 100%. And you would only get notified that there was actually a problem, which sometimes happens. It's like, and then sometimes it was just a mistake, and then sometimes you actually realize, oh, there was actually an issue in your code, and you're glad that their automatic tests caught it. But that's just made it very nice for engineers to just focus on writing the code they want to focus on, and not having to constantly think about how do I deploy this. Facebook had very good monitoring and logging, so this is helpful maybe for two reasons. One reason is if you're developing a product, you want to know how are people using that product. Which button are they clicking? Is this feature very popular? And
very good monitoring and logging systems. It makes it easy to develop a good product, and it makes it easy to, just from an engineering standpoint, figure out anything that's going wrong. They had an excellent graph database system with the privacy rules built in. So one principle of engineering is you want to make it as hard as possible for people to make mistakes. So if every person at Facebook had to think about, oh, how do I make sure I have the right privacy rules in my database query? When you have 10,000 engineers, if just 1% of those engineers make a mistake, now you have 100 engineers who are writing queries that have, privacy leaks, and that's going to be a problem. But if you can build the system so that it automatically filters out the things the user shouldn't see, then you're avoiding human error and making it easier to move quickly. And of course, a famous example is that Facebook invented the popular React front-end framework, which I guess was an example of they saw a problem where they wanted to be able to write the front-end code focusing on how they wanted the system to look like and not all the individual changes. So eventually they realized, hey, we're a big company, let's just write our own framework. So Facebook tried to really encourage people taking what they called big bets, which was basically take a risk. If the person who invented React, if he tried to invent it and it didn't end up being very popular and it had problems and no one wanted to use it, maybe he spent 6 months and kind of did nothing productive, right? And maybe he wouldn't get a good performance rating. But then if it works well, suddenly it kind of changed the world, right? So Facebook tried to encourage people to take those types of risks. And what is the result of all these things together? It was easy for new engineers to focus on just what was important, building the product. Think about what matters to their team and not have to constantly have all these teams thinking about the same engineering questions over and over. And it was also harder to break things. So you try to make things so they just can't break, like the privacy rules, right? Just make it so that the safety is built in as much as possible. And a couple more things Facebook did well. They encouraged experimentation. Facebook was very data-driven. They would encourage people, instead of just spending like a month thinking about the right thing, maybe spend 2 weeks, just try a couple of things, release it. I don't know if you guys know, but actually almost all the big tech companies are kind of experimenting on the users in some sense of when they have a new feature, they'll say, okay, let's take 1% of people who are using Google or using Facebook or Snapchat or whatever, and they'll say, let's try this feature and see, are they using our app more? Are they using our app less? Are they posting more? And they'll try that and gather some data. And basically no decision of any importance will be made without at first running a small sample of users and seeing how it kind of affects the user behavior on the platform. And Facebook definitely does that as well. They encourage, just instead of thinking about what you think is best, try a couple of things, get the data, and then go with that. Facebook also, I would say that this is partly US tech companies, and I would say especially Facebook, encouraged software engineers to be involved in the decision-making process of what they were working on. So, as an engineer, if you built some feature and then the feature ended up not being very popular, or too many people didn't use it or whatever, or it was badly designed, you couldn't really just say, oh, it's not my fault, they just told me to build it this way. You were kind of, whether you got promoted or not would depend on was your product a success. So you were encouraged to be, maybe you have a project manager or a designer or someone on your team who is kind of saying what the product should look like. But for the part of it that you were building, you were encouraged to kind of collaborate with them and maybe say, hey, I think if we built it a little bit differently, we could get most of the benefit at maybe, but it would only take half as long to build. Or you could, say, hey, why don't we try this out first and do some experiments before we spend a lot of time investing in it, or something like that. You couldn't just say, oh, it's not my fault, they told me to build it. And another thing is, Facebook had a very good process for handling incidents and avoiding making the same mistake twice. So, every so often there would be some crazy thing where you probably see in the news, like Facebook goes down for like a few hours or something like that, right? Those are the big events. But, maybe your team has some tool that's using, and then maybe someone accidentally wrote a bad piece of code, and now the data logging is broken for like a few hours, something like that, right? Instead of just blaming people and be like, oh, that was bad, don't do that again, we'll fire you. Instead, it was like, okay, this happened. How can we learn from this? How can we make sure that people don't make the same mistake twice? If the system depends on people being
they're not trying to focus on hiring the perfect person for each one. And even if they did, people will switch teams. So what they're trying to look for instead is people who kind of know the right types of skills. They're very adaptable, they're good at working with other people, they have a deep understanding of the material they're working with, and these are the people that they know will be quality engineers for a long time. So it can sometimes happen that people will get hired for a role even if they've never written a single line of code in the language they'll be using. So my first job, I was doing a little bit of, actually my team at Facebook was doing a little bit of Ruby on Rails plus React. I had never written a single line of React or Ruby on Rails before, but they were okay with that because they were like, okay, we're hiring a junior engineer. It was more important to them to find, I guess, I don't know how my interviews went, but I guess they thought that I was a good enough engineer that they could train me in these things. What they care about is, are you someone who kind of knows how to deal with the types of problems that you will encounter in the job? Can you make good decisions? Can you structure your code carefully? You don't want someone who if they were very familiar with the technology, but maybe they weren't very careful, and when they weren't familiar with something, they always tended to break it, right? That would be someone who might be dangerous to hire. So they want people who have these good principles. And working with a team is really important too. So I think when I was in university, I tended to focus a lot on the academic side, like, oh, can I study for the final exam, and really focus on the homework and stuff. And I didn't really like the group projects as much because I was like, oh, what if I don't know these other people as much? What if I don't get a good grade because I don't know these people and they're not working up to my standard, whatever. Sometimes they were really smart, but I just tried to do things on my own. And this was actually a bad strategy because in the real world, I realized, I should have actually learned from those things. Unless you're doing a one-person startup, you're going to have to work with other people. And those skills are actually very valuable. So can you communicate your ideas clearly, right? Even if you're a genius engineer, if you want to be like a tech lead on a team, you need to be able to help other people to understand your ideas and to understand why they're correct and to train these engineers so they can learn these things as well. You want to mentor other people, you want to make good plans. If someone gives you negative feedback, that you don't just get upset, that you're able to have a discussion with them. These types of things are very valuable as well. So some skills that they don't teach you in school. So I gave a number of technical interviews at Facebook. I think it may have been around 50. And I also mentored some junior engineers. And interestingly, I noticed that I felt that a lot of the things that people struggled with in the technical interviews were similar to what the junior engineers themselves were actually struggling with on the job. And of course, there's a lot of things that could be said. If I had to pick maybe 5 skills that I saw that people were struggling with in interviews, that I also noticed that was something that people needed to grow in on the job, I would say the first one was asking good clarifying questions, right? So if you're doing a technical interview problem, a lot of people feel like, oh no, I only have 20 minutes to do this problem. I better code as fast as I can. So they try to save time by as soon as they hear the question, they just start writing code. And sometimes they get it right, but sometimes they don't get it right. And as an interviewer, sometimes I want to help them, right? If they're going on the completely wrong approach, I want to tell them, hey, are you sure about that? What if you try it this way? But if they just start writing code and I don't even know what they're doing, it might be 10 or 15 minutes before I even figure out what they're trying to do. And I'm like, oh, this actually doesn't work. And then now it's too late to really finish that problem. So, and I saw the same thing on the job, where sometimes, you will give a junior engineer a project, and they'll be like, okay, this is all good, and then you don't really hear from them for a week or two, and then they show you the code, and it was like, oh, actually, there was a misunderstanding, we wanted something different. So, asking clarifying questions and making a plan is a very similar skill. If you're doing an interview, just tell the interviewer, okay, you can take a breath, spend a little bit of time trying to think about how can I solve this problem. And then once you actually think about it, say, okay, here's my approach. I'm going to try step 1, step 2, and step 3. And that gives you a chance to actually think about if it works, because a lot of times you do step 1 and step 2, and then you realize step 3 doesn't work, but you've already spent 15 minutes writing code. And this happens in the real world too, where a lot of times people, it's even worse. You spend a week or 2 writing something, and then suddenly you realize step 3 doesn't work. So ask clarifying questions, make a plan. Code defensively. This could be a very large topic, but I think I noticed the more senior engineers, the
the higher the level of an engineer, the more experience they had, the more almost scared they were of their code. That they had some sense that code is very difficult to write correctly. The first time I'm writing this code, it's almost certainly not correct. And I want to make it as easy on myself as possible. You know, I'm not that smart. If I write a 100-line function, it's going to have like 10 different bugs in it. So I'm not going to write a 100-line function. I'm going to write 10 functions that are maybe 10 lines each. And then I'm going to test each of those small functions carefully and make sure that each of those 10 functions clearly works. And then that way I can kind of wrap my mind around it, right? So you want to make it as easy on yourself as possible. Another thing is verifying your code. So this could mean a lot of things. This could mean writing unit tests for your code. This could mean just look through it twice, you know, just by hand, kind of make sure everything looks good. This could mean asking a senior engineer on your team, hey, you know, I'm worried about this line. Do you think this is the right way to do it? One thing that I noticed in some interviews was people would finish writing like 30 lines of code, and they would kind of treat me like the lead code critic. They'd be like, okay, I'm done, is it correct? And it's like, okay, that's good that you wrote the code, but it's your responsibility to test the code. Because on the job as well, sometimes you would have people who, they write a 300-line commit, and then they just give it to the senior engineer on the team. They're like, hey, is this correct? And it's like, no, you know, you don't want to have a team like that, where people just write stuff and then give it to some other engineer to fix it. You should be responsible for your own code and your own problems. And finally, I would say handling problems and bugs well. So sometimes in interviews, people get really, really nervous when they see a bug in their code, which you shouldn't actually, because almost every single person makes mistakes, right? And we know that even if you don't make a mistake in an interview, you're going to make mistakes in the job. So it's not so bad if you have like a bug in your code. But what matters more is how you respond to it. Some people get really nervous and they just start like changing 3 different lines of code hoping it works. And that's really dangerous because that can, a lot of times that actually breaks the code more, and they never really understand why there was a problem in the first place, so they don't understand the right way to fix it. And this sometimes happens in the real world as well. I've seen where, you know, someone will write some code that has a mistake, and you know, you point out the mistake, and then they get kind of really nervous, and they feel like, oh no, like, you know, one of the other engineers in my team is telling me there's a mistake, and they just try the first thing that comes to mind to fix it, and a lot of times it makes it worse. So just don't be too hard on yourself, don't get too stressed, just take a deep breath and think about, okay, there's a problem, that's okay, everyone makes mistakes, but what's the correct way to solve this? I think I gave around 50 interviews at Facebook. Yeah, technical interviews. Most of them were the phone screen interview, and sometimes I would give the on-site technical interviews for people who came to Facebook. So anyway, I'm going to do a little bit of a plug for a course that I'm teaching. If you're interested in learning about some of these skills, so I've been partnering with a company called Incubasia. Aaron over here also works for Incubasia. So this is the company that invited me to Bishkek 6 months ago, and I've been teaching IT with them. So I'm planning to teach this 10-week course, which is going to cover some of the skills I discussed. Some of it will be about, you know, writing code that is structured well, that is easy for other people to understand, making sure that it's correct. Also some of these behavior skills like communication, code review, project management, time management, things like that, as well as a little bit of technical interview prep. If you are interested in this course, you can follow Incubasia Lab on Instagram, or go to the QR code or URL to send an application. I'll leave that slide up for a minute, but that is all I have for today, so thank you. Итак, спасибо большое. Дорогие друзья, давайте поддержим Инкубация Лаб. Переходите по этому QR. Это крутой продукт, который помогает талантливым ребятам попадать в как раз таки те компании. Если хотите узнать подробнее, вот переходите, пожалуйста, и там как раз таки вот один из преподавателей, это Дэвид Варис, сам является, да, он более подробно уже расскажет и поможет вам в этом пути. И сейчас давайте, наверное, сейчас ползала примерно поняли, да, важность изучения целых языков, потому что я заметил, некоторые уже такие, что происходит, не понимая, да, и как раз таки не переживайте, английский язык это не сложно, это можете изучить, и все это как раз таки у нас на наших образовательных продуктах включено, не переживайте, окей? И теперь давайте пригласим
слово Впервые. Спасибо. Да, пока подключается. Всем здравствуйте, приятно всех видеть, спасибо большое за приглашение. Тогда да, можно немножко life story. Пока ждем. Я работал сам в Амазоне в 2015-2016 году. Да, конечно, года не перепутал. Вот. Небольшие советы, возможно, тоже пригодятся, что на самом деле, когда проводишь интервью, и особенно проводишь интервью ребят, которые только выпустились из вуза и пришли на работу, требования, чем ты старше, они выше. Поэтому самый легкий способ, когда можно попасть на собеседование и пройти на позицию джуниора или стажера в компании типа ФАН, то это как раз после выпуска университета. Поэтому на последних курсах прям обязательно подавайтесь. Это самая простая возможность. Там есть очень много таких интересных форматов хайр, что если, допустим, вы не прошли, но, возможно, через год вы прокачаетесь. И, соответственно, люди задают себе такой вопрос, что если, возможно, через год человек прокачается, и его может принять другая компания конкурентная, то они лучше возьмут этого человека, чтобы посмотреть на человека внутри. Окей, поехали. Я сегодня расскажу про то, как создавать AI. Ну, такая обширная лекция. За 30 минут хочется рассказать все, поэтому остановимся только на одном частном кейсе. Работает, все, спасибо. Немножко про меня. Я сам из мира IT. Здесь два слайда для меня, для тех, кто уже из мира IT, с кем мы будем сотрудничать, общаться, мы как раз по окончании презентации будем обсуждать, как можем интегрировать наши образовательные программы. Я много работал в IT с 2009 занимался образованием уже на базе МФТИ с 2012 года и, соответственно, работал в ряде 10 разных IT-компаний, являюсь преподавателем, методистом учебных программ по машинному обучению, по прикладной математической статистике, распределенным вычислениям, который коротко и пафосно называется Big Data. Ну, соответственно, мы учим тому, чтобы вы понимали, что скрывать за этими словами, понимали вот эту интересную математику и зачем ее учить, и где она вам пригодится в реальной жизни. Более понятным языком, мне кажется, для тех, кто непосредственно хочет войти, это коротко. МГУ, МИХМАТ, красный диплом, школа анализа данных Яндекса, одна из первых школ, которая в целом начала преподавать Big Data. Здесь среди компаний слишком много места для этих на слайде не выделишь, поэтому три примера компании: Яндекс, Amazon и AWS. Для масштаба понимания тех проектов, которые мы делали. Работа в международных компаниях, она прям действительно помогает получить те скиллы, которые потом будете использовать уже в любом месте работы, либо в других компаниях, либо уже для реализации своих проектов. Соответственно, где-то с 2017 года мы профессионально занимаемся IT-обучением. В последующих мы работаем с IT-компаниями, которые приходят и говорят, что у нас есть департамент, допустим, 20, 30, 40 человек, они уже крутые специалисты, и мы хотим сделать из них специалистов международного уровня. Я сам тоже преподаю на базе госвузов в России, Германии, Испании, Китае был, в Казахстане. И вот сейчас я надеюсь, что мы найдем партнерство и рамках коллаборации Кыргызстана, вот, чтобы была возможность получить современные практические знания и применять их уже для практики, либо для работы за рубежом, находясь в комфортных для себя условиях, соответственно,
дальше по делу. В России проводилось исследование на основе 2000 респондентов. Все те специалисты, которые работают в ДС и ДЕ, коротко это инженерия, это обработка больших массивов информации, как обработать данные, чтобы их обрабатывали эффективно, поскольку это все дорого. То больше 50% специалистов, которые работают сейчас в этой сфере, они начали обучение именно с наших курсов. Теперь особенности AI. Все говорили на тему того, как это прекрасно. Вот. Я думаю, будет в конце полезно сказать, сколько здесь подводных камней, и что не нужно ожидать, что это вот такая история, там, месяц поучился, как многие говорят, и типа все, зарабатываю 300 к всего. Вот. Это не так, и здесь много проблем, как с точки зрения возможных ожиданий, как с точки зрения людей, которые идут в эту сферу, так и с точки зрения компаний, которые хотят реализовать какие-то проекты и думают, что тот или иной проект решит эту боль дешево и легко вот этой волшебной палочкой. Поэтому, коротко, при построении проекта связанной AI я сконцентрируюсь на ее особенностях и покажу один из примеров. Куда-то можно углубляться. Максимально простая и понятная картинка, что такое машинное обучение, которое вы будете изучать, то у него есть определенные артефакты. Это не очень умный по умолчанию алгоритм. И если тот алгоритм, который мы обучали, у него обучающие выборки, то есть примеры, которые показывают, на чем можно учиться, все люди, допустим, пройдут с крыши, то алгоритм машинного обучения без какого-либо сомнения скажет, ну, все так сделали, я так сделаю. Поэтому здесь очень важно понимать, что когда вы работаете специалистом по машинному обучению, то вы отвечаете за сбор этих данных и за понимание того, что они действительно будут полезны для применения этого алгоритма в реальной жизни. Очень важно понимать, что вот это машинное обучение на самом деле далеко не везде. И как многие из вас, надеюсь, будущие специалисты по машинному обучению, вы будете понимать, где эту а-ля волшебную палочку, как ее воспринимают многие заказчики, использовать не нужно. То есть, например, здесь мы взяли, построили график нагрузки на нашу вычислительную инфраструктуру по обучению на курсах. Вот, попробуйте отгадать, что вот это за пик, с чем он может быть связан в период обучения. То есть на графике отображено, сколько людей отправляют посылки за домашнее задание в день. Да, то есть вот здесь как бы пик это дедлайн сдачи определенного домашнего задания. Вот, соответственно, если вы понимаете, что ваши алгоритмы машинного обучения, которые строят вот такие красивые графики и предсказывают, будут какие пики либо нет, вы да, можете сделать с помощью машинного обучения. Машинное обучение может легко выучить, что каждые, допустим, 2 недели, если обучение проводится когортами, 2 недели у нас наступает дедлайн сдачи определенного домашнего задания, будет нагрузка. Вот, но применять вот это машинное обучение, платить специалисту, который стоит таких денег, использовать инфраструктуру вычислительную, которая стоит тоже больших денег, оно нецелесообразно. Поэтому, если вам не нужно решать задачу машинного обучения, вы понимаете, что у вас график обучения каждую неделю будет всплеск, то вы заранее можете сами спрогнозировать. То есть базовая логика, критическое мышление, базовая аналитика – это самая базовая, необходимая для хорошего специалиста по машинному обучению. И, к сожалению, многие специалисты по машинному обучению, они просто обожают математику и начинают пихать ее везде. Вот, соответственно, я надеюсь, что критическое мышление тоже является главной ключевой составляющей в роли специалиста по машинному обучению. Но здесь можно подойти по-другому. Когда у вас есть уже большая выборка людей, которые сдают те или иные домашние задания, то на вот этой большой выборке можно увидеть те артефакты, которые, допустим, нельзя увидеть человеку, который обучает группу по 20 человек. Человек пришел в университет, обучил группу, даже 100-200 человек, спустя год думает, какие материалы обновить, что исправить. Вот, соответственно, когда у вас есть обучение 100 тысяч человек, то вы видите, какое конкретное домашнее задание сдается хуже всего, в среднем, в зависимости после просмотра того или иного видео. И, соответственно, вы можете точно концентрироваться, какие именно проблемные моменты с точки зрения курса можно поменять, чтобы улучшить качество обучения человека, ну и в целом продвигать того или иного курса. Соответственно, ровно за это мы получили в 2022 году премию Fusion Awards за лучший образовательный проект за сферой высшей системы образования. Вот, то есть, когда у вас есть платформа, это действительно очень большой плюс с точки зрения того, что вы можете строить и персонализированные траектории, и персонализированно улучшать контент. И не только
приблизительно примера. Система регуляции, допустим, маршрутов в городе. Вот. И в целом эта система буквально в одном городе, в втором городе, или даже проще такси, Uber. Соответственно, какой спрос, какую цену выставить, релевантно или нерелевантно, потому что в целом ее разрабатывать и улучшать там тот или иной процент. Каждый следующий процент качества будет стоить гораздо дольше, гораздо дороже, и с точки зрения экономической целесообразности бизнеса оно может уже не иметь смысла. Поэтому если вы как специалист думаете не только о том, как решать задачу, но и для чего для бизнеса она нужна, то это как раз вот один из ключевых моментов, который вам позволяет расти в компании, поскольку вы понимаете ее потребности. Вот это как раз там, в сторону важности вот этих софт-скиллов. Возвращаясь с точки зрения особенностей построения модели AI, или как построить продукт AI, то вы должны ответить на вопросы, где в целом вы сейчас находитесь с точки зрения уровня развития, или так называемой аналитической зрелости конкретного продукта. То есть в рамках одной компании может быть сотня интересных проектов, но для того, чтобы можно было решить ту или иную задачу, важно спросить, данные для этой задачи готовы или нет. То есть, что означает уровень аналитической зрелости. Мы все хотим, чтобы наш алгоритм машинного обучения предсказал, там будет завтра дождь или не будет, или там, в течение 10 дней, чтобы понять, какую там одежду взять, если вы едете там, в турпоездку или в командировку. Вот. Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, что нужно для начала? Для начала нужно собрать данные, вообще какая была погода за историю. Вот, соответственно, вы отвечаете на самый первый вопрос, уровень называемый descriptive analytics или описательной аналитики, что происходило в прошлом. Вот, следующий уровень – это диагностическая аналитика. А почему это происходило? Там, люди начинают решать какие-то сложные математические физические уравнения, чтобы понять, как там циклоны, антициклоны встречаются, пересекаются. Вот, чтобы можно было понять, как мы там, с течением времени можем предсказать будущее поведение, самого поведения прошлого. Вот это уровень диагностической аналитики. Только после этого можно переходить к уровню предсказательной аналитики, или там, где в большей степени применяется машинное обучение. Чтобы вы могли сказать, окей, да, мы видим сейчас погода там, 10 градусов, 11 градусов, сейчас лето, по опыту последних 5 лет, значит, предполагаем, что тоже у нас там будет рост, там, либо падение, еще также принимаю во внимание различные циклоны, антициклоны. Окей. Ну и, соответственно, уровень предсказательной аналитики, когда мы ожидаем, что машинное обучение нам будет что-то рекомендовать. Здесь с точки зрения погоды, сложно сказать, что мы можем повлиять на погоду. Но на самом деле исследования в том самом Дубае проводятся, что они распыляют определенные химические вещества, чтобы там появились облака. Соответственно, также собирают эту выборку за историю и на выходе пытаются понять, какие химические вещества лучше распылять на определенном уровне атмосферы, чтобы там появились облачка, чтобы температура немножко снизилась и было как более комфортно проживать. Вот, соответственно, важно понимать, где вы сейчас решаете задачу. Поскольку мой опыт, допустим, замдиректора по, тогда это называлось пафосно, научно-инновационным проектом ОТКРИТИЕ, мы занимались тем, что продавали экспертизу машинного обучения IT-компаниям. И мы приходили в эти компании, проводили переговоры. Компания говорила, вот у нас есть там терабайт данных, мы хотим его обработать, там, получить из него какие-то прогнозные модели. Говорит, да, все согласовали, пожали руки. Обращаемся непосредственно к данным и узнаем, что на самом деле как бы, данные не различны за эту историю. То есть да, у нас есть информация о погоде, но, допустим, там нет информации, о какой день эта погода была. Просто как бы набор какой-то чисел, непонятно за какие-то данные. Вот, поэтому, когда вы решаете задачи с точки зрения именно бизнеса, важно понимать, что вы будете учиться на проекте, где уже все есть, а с точки зрения реальной жизни нужно понимать, кто реально отвечает за эти данные и реально ли они есть, с какой скоростью они доступны и какого они качества. Да, мне кажется, здесь заблокировался экран, чтобы включать, прошу прощения.
что взяли продукт, который говорит, мы распознаем людей на изображениях и там очень четко детектируем, у нас там ошибка заявлена меньше, чем 0,8%, что мы говорим, что на изображении у нас там мужчина, либо женщина, там, светлокожий, либо темнокожий. Вот, там есть, нет. И там, девушка из MIT говорит, как бы, я вот сколько не пользовалась, как бы, не могла понять, почему он у меня не работает. Соответственно, она взяла, собрала собственную выборку. И оказалось, что как бы, если взять под выборку по темнокожим людям, то ошибка классификации была целых 34,7%. То есть как бы на порядок больше. Вот, соответственно, когда вы берете как заказчик какой-то алгоритм, который заявлено хорошо работает, вопрос, хорошо ли он действительно работает на ваших данных. Поскольку смещение обучения, оно очень большое, смещение вот этого байса, так называемой выборки. То есть вы взяли данные по классификации людей, обучили, допустим, в Кыргызстане, а потом говорите, о, у нас здесь классная модель, давайте будем применять ее в Африке. И оказывается, что как бы, там есть много аспектов, про которые вы не подумали. Поэтому важно понимать, как данные реально связаны с тем, как вы будете это применять. Окей, специализаций ML-инженеров, их довольно много, поэтому там, вам все взять на одну классификацию, мы можем показать там, еще 5 других. Это, к сожалению, такой дикий запад, и классификация о том, что там занимается определенной задачей. Data scientist, data analytics, data engineer, применяются алгоритмы там, классификации, регрессии, кластеризации, и у них есть какое-то подразделение, четкого нет. Индустрия на этом не сошлась, и даже когда вы читаете одну и ту же вакансию, как будто у одной компании, международной, и у другой, то будет очень большой вопрос, а что именно они подразумевают там внутри. Ну, соответственно, для вас для понимания, что как, есть определенная база по машинному обучению, которую выучат все, и которая потом позволит получить какую-то определенную специализацию, которая, может быть, вам нужна. База, задачи, умение решать задачи классификации, регрессии, кластеризации. Дальше потом может появиться специализация по типам задач. То есть, например, машинный перевод, регулярные системы, обучать поиску информации в интернете, генеративный дизайн, то есть как можно там, по запросу сделать картинку или набросать картинки и получить текст. Вот. Это все специализации задач машинного обучения. Есть специализации самих данных, с которыми вам приходится работать. То есть, например, это данные выборки из интернета. Это, например, вы работаете именно из изображения, это будет направление компьютера. Либо вы часто работаете с текстами, и, соответственно, это обработка там, Natural Language Processing, NLP. Это может быть обработка сигналов, там много-много-много-много подразделений. И для понимания того, что как бы, вы можете выучить все, вот просто покажу пример. Пример там, работы с рекомендательными системами. Казалось бы, что такого там, сделать какие-то рекомендации? Оказывается, что для того, чтобы делать простые рекомендации, откручивать рекламу в интернете, вот такая базовая история, то система может автоматически понимать, как часто на то или иное рекламное изображение кликают. Соответственно, это называется задача многоруких бандитов, и система может это автоматически понять. Это одна из простых задач, называемых обучение с подкреплением для бизнеса. Вот. Но если вы говорите, что вы разбираетесь в этой сфере, то люди, которые действительно копают здесь хорошо, что они знают? Они знают реально оптимизацию, это семестровый курс выпуклой оптимизации, они знают численную оптимизацию, поскольку это считается на компьютерах, это еще один семестровый курс. Потом они прошли курс по именно РГ, по обучению с подкреплением, и после этого им еще нужно успевать читать современные статьи по применению тех алгоритмов, которые здесь происходят. Поэтому, если человек говорит, что я умею обрабатывать изображения, или reinforcement и тексты, то, скорее всего, человек реально не понимает, насколько глубоко развивается эта сфера. Вот, поэтому здесь в какой-то момент вам нужно будет сделать для себя выбор, а с точки зрения заказчика вам нужно понимать, что для решения конкретной задачи вам могут понадобиться разные люди, разные экспертизы. Вот. Ну, чтобы не было так страшно, те же самые редки можно применять довольно легко и для построения персональных систем, для обучения, для улучшения ваших, допустим, пробежек марафона, на основе всего там, 4 простых показателей, даже 3. Там, скорость, которую вы бежите, ваш личный ритм и там, сколько шагов вы делаете там, за 1 минуту. Вот. И уже на базе там, собранных треков всего 8000 человек вы можете получить результат там, спустя 15 минут, там, корректировать вашу траекторию бега. Это, допустим, работа 2019 года. Это применяется не только, допустим, в сфере персонализированной медицины, спорта, но и там, в тяжелой
плюс-минус по изображениям люди научились понимать, компьютеры научились понимать то, что на них изображено с качеством человека. При примере применения в Германии, что в период пандемии они научились находить похожие изображения, вы не можете путешествовать по миру, то стоит обратить внимание, что у нас в стране есть такое прекрасное место, вы можете немножко наслаждаться локально. Для вас меньше, дешевле путешествия, и для страны возможность тоже заработать. Обработка текста. В целом развитие получилось уже в 2011 году довольно сильное, когда алгоритмы выбрали в игре своя игра. Улучшение качества распознавания речи на слух, в данном случае для английского языка, для других языков, зависит от языка, это в 2017 году. Научились из предложения в 20 слов 19 понимать правильно, соответственно, плюс-минус уже отсюда можно выяснить смысл, чего именно хотели спросить. В 2011 году научились отвечать на вопросы в текстовом режиме. Вот объяснение с 2016 года уже вам микроволновки, которые умеют с вами разговаривать. Вот. Соответственно, короткое резюме. Что важно при работе с AI? Первое – это правильная постановка задачи и оценка экономического эффекта, что оно будет оправдано. Второе – это доменная экспертиза. К сожалению, специалисты по машинному обучению умеют классно обучать модели машинного обучения, но они могут не иметь никакого смысла для этой доменной экспертизы. 3. Правильная специализация человека, который решает эту проблему. Это всегда эксперимент. Может получиться, может не получиться. И чем больше опыта у этого человека, тем больше шансов на самом деле, что получится. И это есть хоть какая-то надежда на то, что этот продукт может взлететь. Соответственно, приходим к пункту 1, не забываем про оценку экономического эффекта. Что то, ради чего мы это делаем, оно будет оправдано. Сам дизайн эксперимента – это вот тот пример про связь метрик. Специалисты по машинному обучению обычно обучают только офлайн, делают это легко и быстро, но потом, как мы будем работать в реальности, и когда мы видим эффект, спустя месяца и два пройдет очень много времени. Вот. А для нас время экспериментов обычно самое дорогое. Данные разметка. Соответственно, как специалист по машинному обучению, ваша ключевая задача понять, что ровно эти данные содержат тот вывод для применения этого алгоритма. Если вы обучаете модель по распознаванию лиц, то и обучали их в странах СНГ, то не стоит ожидать, что они будут хорошо работать в странах Африки. И наоборот. Инфраструктура, момент, про который не удалось увидеть время на слайде, соответственно, коротко сказать, что на самом деле сейчас это тоже является очень большим аспектом, поскольку модели становятся все больше. И вопрос эффективной обработки этих данных становится все шире. То есть это направление называется DE, Data Engineering. Это специалисты, которые умеют эффективно обрабатывать большие массивы информации. Стек сам стандартный open source, это HDFS, Hive, Hadoop, Spark, Kafka, множество хранилищ типа Cassandra, ClickHouse и так далее. Вот. И вот последний момент, который мне прям безумно понравился, что меня прям заинтриговало в Кыргызстане. Я когда сюда приехал, познакомился, даже давайте как бы шаг назад.
Ой, да, спасибо за классный вопрос. Есть у меня одна мысль на эту тему. К сожалению, если вы не хорошая, то если вы, возможно, как бы хороший там вброс, там, возможно, как бы коллеги там свяжутся и как-то будут решать. Это тот же самый вопрос, который стоял, когда, допустим, выступал в России, в вузах, там, собирались специалисты, типа, вот как бы сейчас как бы наступает машинное обучение, на все экзамены, говорят, делать все этого там боятся. То, что я вижу, хорошо это или плохо, как бы это отдельный вопрос. То, что я вижу, это размывание среднего класса. То есть, как бы, даже не размывание, а его исчезновение. То есть появляется либо много специалистов, которые плохо знают, и, соответственно, они решают там, больше как вопросы, допустим, разметки данных, но не решают именно обучение машинного обучения. Либо есть специалисты, которые очень крутые. Вот, но как бы вот эта прослойка, она начинает размываться за счет того, что вот эти алгоритмы позволяют делать какую-то плюс-минус простую, чуть более сложную работу автоматически. Но, там, по крайней мере, сейчас я, вот, допустим, пользуюсь для себя этой практикой, было бы классно. Вот, допустим, у нас там, сейчас курс по машинному обучению шел, и там есть LLM-ки, там у нас товарищ Кирилл, он отвечает за департамент Кыргызстана, там, что, возможно, слышали про этот инструмент, который позволяет обучать бустинг и Яндексе. Вот, он рассказывает, вот, допустим, как работает градиентный бустинг. Я такой, ох ты, как бы у нас градиентный бустинг, потом сейчас будет про LLM. Давай попробуем, а LLM может написать код для градиентного бустинга. Соответственно, она мне быстро накидала код, там, за 1 минуту, это как бы круто. Вот. Мне потом понравился, как бы, потребовался час, чтобы как бы довести этот код для того, чтобы он просто хотя бы запускался. Вот. А потом как бы посмотреть, как бы, что он нифига не работает. Поэтому, к счастью, пока он еще не работает, но уже какие-то базовые простые вещи он уже может делать. И, соответственно, как бы, чтобы понять, правильно алгоритм или неправильный, то здесь как раз вот, вас спасает это фундаментальное образование и понимание того, что как бы, о, да, я понимаю, как работает математика, и понимаю, где качается алгоритм, чтобы его исправить. То есть скорость для специалистов, которые разбираются, она сильно вырастает. Но вопрос, как там, работать с средним классом, чтобы люди могли перейти из состояния как джуниора в сеньора, здесь вопрос, что все-таки, возможно, это какой-то идеология либо компании, либо государства, есть возможность как бы, получать эту работу, несмотря на то, что ее можно делать дешевле. То есть это вот отдельный тоже вопрос, скорее даже дискуссия. Спасибо большое, Алексей. И если есть еще вопросы, ребята, вопросов больше нет, да? Хорошо. Давайте еще раз похлопаем. Спасибо большое, Алексею. И также сюрприз есть для вас небольшой такой. Также сегодня, сейчас выступит еще один спикер, крутой спикер. Он больше связан по хардверной части. Ребята, наверное, знаете, да, что такое хардверная часть? Хардверная часть это как раз таки уже что-то физическое. Например, у компьютеров есть софтверная часть, да, это вот Windows, там, macOS. Хардверная часть это как раз таки сам системный блок, где там процессор, видеокарты и так далее. И ну, это просто родное слово, чтобы вам понять, что такое хардвер. Давайте сейчас пригласим спикера Алексея Картубеца.
та идея, которую вы сейчас видите, ну, какой-то новый робот, который будет вам помогать, ну, относительно. То есть, ну, пройдет там годик-два, то есть минимум. Если он будет очень сложным, то, наверное, 3 года. Но все равно это достижимо. Вот в этом вся суть. То есть, эти изменения будут происходить. То есть, именно. То есть, вот, надеюсь, я ответил. Ну, дальше можно что-то еще посмотреть. То есть, что у вас есть? Спасибо. Отлично. И, в принципе, спасибо большое. Еще раз давайте поблагодарим всех наших спикеров. Также давайте сейчас подведем итоги нашего конкурса. Надеюсь, вы еще не забыли про него, да? Мы отобрали, получается, с нашим крутым специалистом, да, на креативность, на необычность сториса. И в данном конкурсе выиграли 2 человека. Давайте я сейчас объявлю их, но перед этим давайте похлопаем еще раз. Мы хотели изначально сделать только одного победителя, но так как сторисов было много, мы отобрали целых 2 победителя. И первый победитель это Азим Батыр. Давайте похлопаем. Отлично, Азим Батыр. Да, чуть позже можете подойти. И также второй сторис от Данч с нижний пробел Рус. Это кто? Это вы, да, поздравляем. И самое главное, я не сказал, что это приз, да, приз такой, в том плане, что я до этого рассказывал про цены и скидки. Приз заключается в том, что мы сделали скидку для всех участников нашего мероприятия, и если вы оставите заявку сегодня, то за вами закрепится 10% скидки. Но это не все. Еще сверху 10% для наших победителей будет. То есть у них большая есть возможность поступить к нам на курсы, и мы дополнительно еще дарим по 10% скидки сверху. Давайте похлопаем. И, в принципе, сегодняшнее наше открытие приходит к своему логическому завершению. Спасибо большое всем нашим партнерам, а это именно Карпол, это Парк высоких технологий, это Background Project, также нашим спикерам Алексею Драйверу, Алексею Катубец, Дэвид Вайс, Дэну Балтову, Улан Абдразаков, Азиз Абакиров, то, что сегодня пришли на это мероприятие, поделились своими мнениями, идеями, рассказали про эту сферу и также поделились своим опытом. И всех вас будем ждать в нашей академии. Пожалуйста, также еще раз напоминаю, чтобы закрепить скидку,